Говорить буду я, и самое главное не таращиться. На что? Ни на что. Привет! Сегодня с помощью особой магии и вот такой морковки мы с вами получим кинематографичный звук. Он будет в основе ролика, который мы с вами озвучим, и параллельно я дам пару советов, актуальных в саунд-дизайне вообще любых проектов. Давайте сразу глянем, с чем имеем дело. Это просто нарезка из фильма, которым мы воспользуемся для учебных целей. И пока смотрите, подумайте, что тут можно озвучить с помощью морковки. Погнали! Разве это возможно? Я себя спрашиваю об этом, когда уже все позади. На самом деле идея пришла случайно. Я играл с сыном деревянными игрушками, фруктами и овощами. И в какой-то момент мы начали ими стучать, катать их, бросать и крутить. И именно морковка дала необычный звук. Тут совпало несколько моментов. Ее форма, особое движение и поверхность. Она звучит необычно именно на чем-то пластиковом, например, на крышке от контейнера. Я записал несколько вариантов, потому что каждый раз она звучит немного иначе, с новыми призвуками. В общем, обычные вещи иногда подталкивают к необычным идеям. И совет первый – быть внимательным к таким вещам. Часто где-то на улице либо дома бывает встречаются какие-нибудь необычные звуки. Это может быть хруст или необычный скрип. Сколько раз со мной такое было. Возьмите да запишите его хотя бы на телефон. Пусть он всегда будет у вас под рукой. Обязательно пригодится. Этот звук мне напомнил какой-то футуристичный двигатель, и я сразу вспомнил про «Звездные войны». Там много разных космических кораблей, и все они звучат каждый по-своему. Это целая раздолье идей и референсов для саунд-дизайна. Да просто я люблю «Звездные войны». И поэтому сделал нарезку из фрагментов, которые мы посмотрели, с «Соколом тысячелетия». Вот он и будет теперь летать на морковке. Кстати, недавно я уже показывал, как большие студии озвучивают двигатели. И некоторые приемы мы попробуем сегодня, поэтому если вы пропустили, обязательно потом тоже гляньте. Итак, я закидываю записи в проект и выбираю самые подходящие. В нашем видео есть несколько сцен, и для каждой из них я выбираю новый звук. Тут никаких правил, все на свой вкус. Я выбрал 3 звука, где, по моим ощущениям, морковка звучит подходяще движением корабля. Эти 3 дорожки я объединяю в одну группу, чтобы применять на них общие эффекты. При этом, если в какой-то сцене мне нужно особое звучание, я могу применять какие-нибудь эффекты отдельно. Поэтому звуки для каждой сцены я располагаю на разных дорожках, а не на одной. Итак, сначала я эквалайзером усилю низкие частоты, у нас же мощный двигатель. Немного компрессии и насыщенности нашему звуку пойдет на пользу. Давай, малыш, не подкачай. Компрессор. Вторым эквалайзером я приберу слишком выбивающиеся частоты. На самом деле в такой обработке очень много вкусовщины. Кто вообще знает, как должен звучать космический корабль? И отсюда второй совет – слушать больше референсов. Чем больше вы слышали подобных чужих работ, тем проще будет вам работать в будущем. Летать через гиперпространство – это тебе не морковку дергать. Идем дальше. Поскольку я записывал морковку в стерео, звучание перемещается из одного уха в другое, так как сама морковка перемещалась. Чтобы это движение усмирить, я уменьшу звук и ширину стерео. И теперь я могу расположить звук согласно видео, куда мне нужно, то есть туда, где примерно находится корабль. А если он перемещается, я просто пропишу изменения панорамы автоматизацией. Затем добавлю ревербератор. И опять же, автоматизировав ручку Mix, я имитирую изменение расстояния до корабля. Ведь где-то же сокол ближе к нам, а где-то дальше. Тут главное подобрать более-менее подходящую реверберацию. Можно пойти еще дальше. Сымитируем движение звука и по вертикали с помощью бесплатного плагина Embio Orbit. Плюс снова автоматизация.
нас угораздило ввязаться в это? Просто не понимаю. Совет третий. Изучайте нюансы проекта, лор или вселенную, с которой вы имеете дело. Это всегда упрощает задачу. По фильму Сокол Тысячелетия считается грузовым кораблем и старым, развалюхой. Да это просто старье. Вот смотри, корабль! Да это корыто ржавое! Корыто сойдет! С этой точки зрения дребезжащий звук, который мы получили, сюда очень подходит. Но чего не хватает такому двигателю, так это низких частот. Я экспортировал весь звук, снизил ему высоту тона и подмешал к прежнему. Вот так звучит все вместе. Но чего еще не хватает в сцене? Конечно же, в уши. Надо много в уши, кучу в уши. Корабли рассекают воздух, проносятся на огромной скорости. Так куда же без этих клишированных звуков в уш? Они добавят динамики, скорости, киношности. На канале есть целое видео, посвященное только в ушам, гляньте потом тоже. Так вот, я буквально нарисовал все нужные в уши с помощью инструмента Whoosh FX. Опять же, в каждой сцене свои уши. Также с помощью Whoosh FX я добавил звук песка и камней, где сокол шоркается о землю. А вот тайфайтерам, тайфайтеры это вот эти вражеские корабли, я помимо воздуха добавил немного синтезатора, чтобы они выделялись. Вот так звучат только в уши. Что еще добавить зрелищности? Хиты или удары, плюс они подскажут, где начинается новая сцена. Это один и тот же хит из стандартных пресетов инструмента Meteor. А ближе к концу я сделал их почаще, усиливая напряжение момента. И на последний удар добавил брам. Это добавит эпичности и станет логичным завершением нарастания, которое мы тут сделаем. Отсюда четвертый совет. Делайте саунд-дизайн не скучным, чтобы зритель не засыпал и хотел смотреть дальше. Добиться этого можно по-разному. Например, с помощью разеров. Ими я как раз стараюсь постепенно развивать идею. Зритель уже с большей вероятностью будет смотреть дальше, потому что ему уже не так скучно и внутренне хочет досмотреть до кульминации, когда напряжение спадет. Разеры я вставил и нарезал по вкусу, опять же, чтобы было интереснее. Главное в такой кульминации оправдать или превзойти ожидания, иначе послевкусие от вашего звука и от всего видео будет разочарование. А нам это надо? Нам это не надо. Ищите баланс. И как? Если скажу, тебе не понравится. И какие же «Звездные войны» без бластеров? Это один из самых узнаваемых звуков, и его бы я не хотел менять. Хотя что-то примерно похожее можно получить из «Метеора». Все-таки именно звуковые эффекты, некоторые из них помогают делать фильмы легендарными, такими, какими мы их запомнили. И секретов тут никаких нет. Бен Бёрд, известный саунд-дизайнер, давно неоднократно рассказал, как он догадался сделать звуки бластеров и всего, что звучит в «Звездных войнах». И здесь место пятому совету. Почаще общайтесь с единомышленниками. Все рассуждают по-разному и имеют свой опыт в разных сферах. Саунд-дизайн — это настолько разносторонняя и глубокая тема, что бывает, спросишь человека, чем ты занимаешься, он тебе саунд-дизайном, а пообщавшись поближе, оказывается, что занимаетесь вы с ним совершенно разными вещами. У тебя вообще какой профиль был? Сантехслужба. Сантехслужба? И обмен опытом будет полезен для вас обоих. Это целая тема для отдельного разговора на другой раз. Так вот, мой коллега, следуя описаниям Бена Бёрда, получил звук бластера с помощью металлической пружины и микрофона. Пружинку металлическую за 1000 рублев. И вышло очень похоже. Рекомендую посмотреть этот эксперимент и канал Антона, если вдруг вы его еще не знаете. Не так много людей рассказывают открыто о саунд-дизайне на русском языке. Пока что. Все надеются на нас.
Галактика надеется на нас. Все, поехали. Это что касается бластеров, но тут есть место еще одному известному звуку. Это звук тайфайтеров, и это тоже целая история. Наверняка вы в курсе, что раньше в старых фильмах использовались одни и те же звуковые библиотеки, потому что их было не так много, как сегодня. Так же было и со «Звездными войнами». Первоначально эти звуки принадлежали слонам в фильме «Корни неба» 1958 года. И после этого их немного обрабатывали и использовали в других фильмах. А Бен Бёрд растянул этот звук и смешал со звуком автомобиля, проезжающего по мокрому асфальту. И получился звук истребителя, который, по идее, должен вызывать страх. Я нашел эти сэмплы в открытом доступе. Пусть в моем ролике будет частица настоящих «Звездных войн». Вот так звучат только они. И тут шестой совет. В быстрых по темпу роликах старайтесь озвучивать в первую очередь самое главное, на что можно или нужно обратить внимание зрителя. Ресурс внимания – ограниченная штука, так зачем усложнять? Найдите самое главное и озвучивайте сначала это, а второстепенное при быстром темпе и обилии звуков, возможно, не придется озвучивать. Так и видео будет восприниматься лучше, и звук будет чище, потому что меньше сложностей при сведении. Вообще на этом я планировал заканчивать, но как раз в этот момент меня попросили показать финальную обработку. Лайк, если для вас этот вопрос тоже актуален. Вкратце, у меня это дело обстоит так. Чаще всего финализацию я делаю в отдельном проекте и спустя некоторое время после сведения. Это разгружает мозг и уши. В плане обработки бывает по-разному, но часто обхожусь одним Isotope Ozone. Подойдет любая версия. В нем у меня финальная общая эквализация. Компрессирую частотные полосы раздельно. Немного насыщаю их по вкусу. Расширяю стерео, опять же по диапазону. Понятно, что от проекта к проекту настройки меняются. Все это я бывает тоже автоматизирую в зависимости от материала. Даже максимайзер, стоящий в конце, которым вытягиваю нужную громкость. Автоматизация позволяет поддерживать идею видео. В какой-то момент нужно сделать стерео шире, где-то хочется компрессии побольше. Это зависит от вашей задумки и от вашего ощущения материала. Тут я обязательно включаю отслеживание true пиков, а значение верхних пиков ставлю в зависимости от площадки, куда буду загружать это видео. Например, если это YouTube, ставлю здесь -1 или даже чуть ниже, а общую интегрированную громкость подгоняю под -14 LUFS, посматривая на Uline Loudness Meter. Про этот плагин и громкость в целом я уже рассказывал в отдельном видео. Но поскольку эту дорожку я буду грузить на YouTube не отдельно, а в составе длинного видео, которое вы сейчас смотрите, я могу при желании поджать его посильнее. Главное, чтобы интегрированная громкость всего видео вышла -14 LUFS. И обязательно в самом конце я проверяю спектр звука на наличие щелчков или других недочетов, которые могут появиться при рендере или если где-то забыл сделать фейд. Это может быть и не слышно у меня, но всегда есть вероятность, что кого-нибудь в наушниках за 300 рублей это может контузить. Нам это надо, нам это не надо. Что ж, это непростое дело, да? Да. Это дорого обойдется. Еще один немаловажный совет – знайте свои инструменты. Я сторонник того, чтобы понимать, что происходит со звуком, чтобы не беспорядочно крутить ручки, а вдруг получится что-то интересное, а чтобы знать, как получить желаемый эффект. Как это сделать? Соображай. Я отключу. Он мне нравится. Эксперименты – это совсем другое дело, поэтому читайте руководство и смотрите обзоры. Думаю, для этого раза советов хватит. Поделитесь в комментариях своими советами или вопросами. На этом канале и в инстаграме я рассказываю про звук, эффекты, саунд-дизайн и особую магию. Если было интересно и полезно, ставьте лайк, подписывайтесь, покажите другу, напишите комментарий. Сочного вам звука. Сочного вам звука. Сочного звука. До связи. Вид, конечно, не очень, но когда надо, ему нет равных. Я лично внес несколько модификаций. Но время не ждет, так что скорее на борт. Пора лететь.